Всем привет! И с вами я, Ирина Паскальная. В этом мастер-классе мы покажем вам, как собрать мозаику из натурального камня прямым набором на цементный клей. Какие кусачки подходят для натурального камня и как с ними работать. Из какого камня чаще всего собирают мозаику. И на какой клей можно монтировать мозаику. В этом мастер-классе мы покажем вам, как создать мозаику на основе Mosaic Box «Итальянское настроение». Мастер-класс создан на основе одноименного мастер-класса «Итальянское настроение», который проходит у нас в школе искусств Артворки в Москве. У нас многие спрашивают, в чем же отличие мастер-класса «Итальянское настроение» от мастер-класса «Римской мозаики». Мастер-класс «Римская мозаика» – это более сложное задание, в котором соблюдаются все правила классической римской мозаики. А именно, правильная кладка, то есть кирпичная кладка, правильное введение строчки, правильный подкол тессера для более точного рисунка. Данное задание у нас создано для того, чтобы вы попробовали работу с камнем, клеем и инструментами и получили удовольствие от процесса. После выполнения данного мастер-класса вы можете смело переходить на выполнение более сложной работы на примере мастер-класса «Римская мозаика». В среднем Mosaic Box «Итальянское настроение» собирается около 2 часов. Для работы с натуральным камнем нам подойдут кусачки фирмы Монталит итальянской или вот такие вот для работы с камнем. Данную мозаику мы будем собирать прямым набором. Прямой набор – это выкладывание материала на уже готовый клей. Камень бывает разный по структуре твердости, по рыхлости, а также он по-разному колется. В данный Mosaic Box мы укомплектовали его так, чтобы вам было удобно работать с ним. Он уже у нас наколот и имеет острые углы. Если вы хотите придать мозаике римский вид, более античный, то вы можете пересыпать его в более жесткий контейнер. Закрыв крышкой плотно и потрясти его несколько минут. Ну вот мы его потрясли, сейчас откроем. Так, ну вот мы придали более античный вид нашим углам, слегка округлились. Приступаем к мозаике. Прежде чем начать нашу мозаику, мы проанализируем эскиз, так как клей сохнет быстро и времени на подготовку не так уж и много. Если в данном эскизе у нас уже имеется рама, то мы начинаем с нее. Потом в дальнейшем мы начинаем с контура изображения, выкладываем ее, учитывая размер и пропорциональность данного изображения. Потом мы начинаем выкладывать внутри, и уже в конце мы выкладываем фон. Также на других эскизах, на примере геометрического узора, мы выкладываем также с рамочки, потом выкладываем основные линии цветка, чтобы скомпоновать его, вот они у нас идут вот так вот. Потом мы выкладываем сердцевинки и завершаем какие-то мелкие нюансы. На этом эскизе, в принципе, то же самое с рамочки. Если вы можете, если вам рамка не нравится, и вы хотите чуть-чуть увеличить изображение рисунка, то можно начинать сразу с контура изображения. После того, как мы подготовили материал для мозаики, мы приступаем к сбору. Берем основу, ту, которую вы подобрали. Учитывая под эскиз горизонтально и вертикально, мы смотрим, как у нас должна находиться подставка. И уже подготавливаем клей, затворяем его у нас водой до сметанообразного состояния, перемешивая все мастихином. Смотрите, чтобы на дне керабонт весь был перемешан. После того, как клей готов, наносим его мастихином на поверхность основы. Так как работа у нас небольшая, мы наносим на поверхность основы полностью клей и успеем доделать работу до полного высыхания керабонта. Толщина клея должна быть около 2-3 мм, не выходя за высоту рамы. Если у вас в процессе работы слегка подсыхает керабонт, то вы можете воспользоваться пульверизатором на небольшом расстоянии, поливая его
поверхность водой. Итак, начнем со сбора. Так как я уже сказала, начинаем мы с рамочки. Выкладываем камень. У нас рабочая сторона камня у нас сколотая, не блестящей стороной. Учитывая расстояние швов и посадку камня на клейкий робонд, слегка придавливая камень. Рамка у нас выкладывается просто прямым набором, прямой линией. У нас в школе проходит мастер-класс «Итальянское настроение», на котором ученики занимаются мозаикой, а также мы угощаем их итальянским вином, пиццей и слушают музыку, что я вам и советую в процессе сборки этого мозаик-бокса. Давайте обратим внимание, в углу у меня слегка образовалось небольшое пространство, в которое влазит только маленький кусочек. Поэтому мы передвигаем сегмент на край. При помощи инструмента мы подкалываем камень вот таким вот образом, ставя резцы в эту сторону и прикрепляем на клей маленький кусочек. Таким образом у нас образовался прямой угол. Итак, мы закончили с вами рамку. Переходим на контур изображения. Берем в руки мастихин и обозначаем контур нашего изображения. В процессе вы всегда можете подкорректировать линию, если вам что-то не нравится. То есть мы сейчас просто намечаем. После завершения рамки мы начинаем с контура прямого плана. Это контур мордочки, ушки. Ведем линию, учитывая построение мордочки. Если какой-то сегмент вам не нравится, вы можете слегка его подколоть, сделать меньше инструментом. Также сделать треугольничек, чтобы соединить линию. Если крошится камень, не страшно, берем новый и подкалываем его. Чтобы завершить форму и округлить ее, мы слегка подкалываем тессер с краю, чтобы получилась трапеция или треугольничек. Если у вас клей слегка посел, то мастихином можно добавить керамбонд на поверхность основы. И вот мы доделываем контур, мелкие детали. А также при помощи пульверизатора вы можете обеспылить камень и увидеть настоящий цвет камня. Итак, начинаем с переднего плана, с изображения ушей. Уже в процессе вы видите, какой модуль вам надо использовать для рисунка. Треугольник, квадрат. Даже среди одного цвета камня может быть, и попадается разный по твердости и хрупкости камень.
Ну вот мы и закончили выкладку изображения. И начнем выкладывать обводную строку при помощи фонового цвета, обводя контур изображения. Начну я, как всегда, с верхней точки. После того, как мы обвели цветом фона контур, мы докладываем все остальные свободные места. После того, как доделали мозаику, мы просматриваем ее, слегка увлажняем при помощи пульверизатора, смотрим, акцентируем взглядом, доделываем некоторые мелкие детали. С клеем можно работать в течение 2-3 часов. После этого клей застывает, и лучше заменить его на более свежий. В течение суток клей окончательно затвердеет, и ваша мозаика будет полностью закреплена. Ну вот мы и закончили нашу мозаику-зайку. И на данную работу у нас ушло около 2 часов. Публикуйте ваши мозаики с хэштегом MosaicBox в соцсетях. Пока вы собираете MosaicBox итальянское настроение, мы для вас подготавливаем новый MosaicBox. И уже в дальнейшем я покажу вам, как работать с классической римской мозаикой, с витражным стеклом, со смальтой, а также с стеклянной плиткой. И расскажу вам, как собирать мозаику разными технологиями. С вами была Ирина Пасканная, преподаватель школы искусств Артворкер в Москве. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. До встречи! Публикуйте нас с хэштегом MosaicBox.